Всех приветствую! Добро пожаловать на игровой канал. Меня зовут Оскар. И сегодня у нас с вами очередная серия по игре DR Survival. Мы все так же проходим ивент Контрабанда, который осталось 27 дней. По идее, мы множество что успели сделать. Контейнеры интенданта мы полностью все скрыли. Остались контейнеры комбината, где у нас имеется три карточки, а также имеются две карточки, если не ошибаюсь, контейнер контрабандиста. У нас в данный момент сейчас собрано 2600 золотых жетонов. Я так думаю, что давайте сейчас мы их используем и параллельно протестируем наши новые виды вооружений, которые здесь полностью показаны. Ну что ж, давайте приступим. Первая попытка второго, как говорится, этапа пошла у нас. Постараемся сейчас, ну, по крайней мере, я так думаю, должно хватить для скрытия контейнера комбината 3 карточки, которые у нас с вами есть. Так, давайте ускорим процесс, потому что времени у нас ограничено. Так, пока мы не выбили двухпроцентовую часть. Хотя, по идее, должно было в течение 10 попыток должно было выйти. Я так думаю, здесь у нас будет 150 попыток для того, чтобы выбить все три карточки, которые нам... О, к сожалению, 2% это не то, что мы хотели. Ясненько. Если мы, конечно, до 200 с вами не дойдем попыток. Ну, даже 5% не появляются. Жадничает сегодня игра, жадничает. Вот, наконец-то мы получили 5%, но это у нас уже есть. Ну. И в итоге получаем мы сейчас... Что получим? Мы получаем с вами стервятник, да. Отличный показатель для добивания уже задетых целей. Урон 1400-1800, дальность 4, очки действия 2. И имеет, конечно, минус, если наносимый урон по цели с полным здоровьем и броне будет происходить. Ясно. Он как в виде падальщика, да, играет, используется на добивание. Давайте дальше. Я так думаю, нас должно, по крайней мере, хватить. Может, даже и не хватит, кстати. 2000 золотых жетонов, представляете? И игра все съела. Просто в одни ворота, как говорится, все съели наши жетоны. И мы с вами только выбили одну карточку. Ну что ж, получается... Да, игра сегодня нереально у нас жадная. Получаем, к сожалению, все карточки мы с вами потратили, но мы с вами заполучили стервятника. Здесь еще осталось у нас около 16 попыток, но я так не думаю, что в течение 16 попыток нам это полностью выдаст. Видимо, здесь контейнер будет до 200 полностью у нас идти. Ладно, то, что мы получили, то получили. Давайте мы приступим к прохождению второго этапа, то есть третьему этапу, который здесь у нас имеется, рация Дельта G. Тут мы должны заполучить. И дальше посмотрим, что у нас по сюжету. Выбираем задание. 7000 мы с вами тратим серебряных жетонов. Товарищ Маузер. Ужасные новости. Значит, именно Аркаша Траурный стоит за всей этой странной активностью безумцев. Он научился управлять ими с помощью излучателя, натравливать стаи на поселение и путешественников. Это катастрофа, говорит товарищ Маузер. Как работает излучатель, что за человек это Аркаша Траурный, надо его остановить. Ну, давайте выберем, надо его остановить, я так думаю. Разумеется, пока он не создал из безумцев армию и не отправился покорять мир. Очевидно, у Аркаши есть осведомитель в кабинете, так что нужен кто-то посторонний, готов еще поработать. Ну, допустим. Вот и славно. Логово Траурного находится вот в этом районе, отметил на карте. Кстати говоря, привлеки к операции Герды. У нее теперь с Траурным личные счеты. Она может оказаться полезной. Излучатель везите сразу сюда. Как вы планируете использовать излучатель? Ну, давайте так сделаем. Никак, слишком уж он опасен.
Это джин, которого вряд ли получится надолго упрятать в бутылке, поэтому я планирую уничтожить излучатель в нашем подземном бункере под руководством ученых с помощью контролируемого взрыва. Понял, так и сделаем. Ну что ж, получили мы с вами задание. Давайте сейчас будем направляться. Она находится совсем недалеко, но я так думаю, что сразу начнется у нас бой. А для этого нам нужно хорошенько подготовиться. Ну, в первую очередь, давайте мы сейчас сделаем так. Сделаем таким образом. Сейчас надо поменять броньку. Надо одеть полярную броню. Одеваем раз. И в итоге, получается, нам нужно сбросить наши статы по еде. А как это сделать? Вначале мы одеваем сумку обжоры. И, получается, одеваем борода Деда Мороза. Давайте сейчас мы спустим его до определенного показателя. А для этого нужно нам немножко поспать. А чтобы поспать, нажимаем здесь. И здесь, получается, у нас нужно выбрать, да, скорость транспорта, успешность поиска. Нет, мы это не будем брать. Я так думаю, что мы возьмем с вами паланкин. Дает увеличить шанс уклонений и дальность передвижения в бою. Мы его выбираем. И здесь нам нужно хорошенько поспать для того, чтобы полностью это все снять. Так, 5 часов, я думаю, будет достаточно для того, чтобы полностью обнулить. Так что давайте мы поспим. Прекрасно. Мы снизили то, что хотели. И теперь мы можем с уверенностью с вами приступить уже к изготовлению кухни. Так, здесь мелкие вещи. В первую очередь, что нам нужно приготовить? Ну, как обычно, базовый идет мясной рулет. Мы делаем сразу же третьего уровня. Сюда также подойдут пельмени, второй уровень. И также подойдут котлеты первого уровня броненосца. Дальше нам нужно будет именно шаурму, больше движения, но она у нас уже есть. Охотник за головами мы тоже готовим. Также делаем квас, который дает меткий глаз. Здесь что у нас? Подготовка 1. Я совсем забыл. И подготовку тоже. То есть там 2 было, это подготовка 1 мы тоже готовим. И здесь уже получается один за одним мы тоже берем. Ну все, думаю, все, что необходимо, мы полностью приготовили. Теперь это все нужно грамотно съесть. Сейчас, подождите, здесь у нас где-то они. Вот шаурма, это тоже мы с собой на всякий случай возьмем. Остальное у нас все есть. Для этого, для того, чтобы увеличить количество поедания, мы съедаем оливье, новогоднее настроение, которое нам дает максимум еды 100 и плюс 100 воды. Мы это сделали. Дальше, получается, 36-часовые у нас идет дальность перемещения в бою. Раз ушел. Потом мы съедаем мясной рулет, который дает 15 брони, наши броньки. Тоже мы его съедаем. Охотник за головами 36 часов, тоже урон по людям 25%. Мы тоже его съедаем. Итого у нас получается перебор по еде, да? Ну, когда мы обратно возвращаемся уже сюда, но перед тем, как мы будем ложиться спать, надо будет выпить контрабандный виски, который нам дает длительность 10 часов, но свободное движение плюс 1. Но единственное, имеется дебаф у нас 4 часа опьянения. Поэтому мы его сразу запиваем. И мы с вами начинаем засыпать на 8 часов. Так, 8 часов мы выбрали. Начинаем спать. Чудесно. Обратно возвращаемся. И доедаем все, что у нас с вами тут осталось. Для того, чтобы начать, мы вначале давайте броненосец съедим. Раз и два. Так, полный комплект броненосца у нас с вами есть. Также подготовку 2 мы съедаем, подготовку 1 мы тоже съедаем. И полностью комплект у нас тоже с вами есть. Также получается у нас урон за каждое убийство 10% мы тоже съедаем. Кстати, тактику я ел или не ел тактику? Так, тактика у нас есть, но она заканчивается через 43 минуты. Не знаю, сейчас есть или не есть. Ну, давайте сейчас пока его напоследок оставим. Обязательно выпиваем квас для того, чтобы получить меткий глаз. Здесь у нас что-то еще мы упустили. Давайте мы скушаем шоколадный батончик. На всякий случай мы скушаем имбирный пряник. Также сделаем инъектор. Можно, конечно, было акупунктурный комплект еще использовать. Но давайте вот тоже лишним не помешает. Используем.
Дальше, что у нас еще можно воспользоваться? Максимально съедаем, получается, пилюлю бессмертия. И а, что-то еще у нас здесь было, которые вещи я, по-моему, забыл. Хорошо, съедаем, получается, утку по-пекински. Остальное, по-моему, все мы с вами сделали. По-моему, да. Съедаем утку по-пекински. Также у нас есть, по-моему, радио, да? Где это наша магнитола? Куда она ушла? Подожди, назад. Где-то здесь у нас как музыку. Я уже забыл совсем, как здесь использовать музыку. Надеюсь, должен был быть магнитофон. А куда магнитофоны делись, кстати? Неужели я его разобрал, все магнитофоны? Да не может быть. Не вижу. А вот он. Говорю же, не может быть, чтобы я его разобрал. Так получается, включить музыку, мы получим с вами редкую пластинку. Дает эффект Меломан 2. Обязательно мы его прослушаем на всякий случай, если произойдет форс-мажорной ситуации у нас. Ну, при этом, мне кажется, точно 100% мы уже с вами все использовали. Так, и так, смотрим. И здесь тоже у нас, по идее, все нормально. Так, получается следующее. Следующее нам нужно будет снизить количество. Где наша аптечка? Медицинский рюкзак. Начинаем снижать количество нашей жизни, так как у нас полярная броня. Броня нам дает возможность увеличить при снижении здоровья количество урона. Здесь немножко надо быть аккуратнее, а то в прошлый раз я так-то нажимал и в итоге донажимался. Также не надо забыть нам одеть наш разгрузку диверсанта для того, чтобы получить 4 слота. Теперь внимательно давайте сейчас проверим. Здесь одеваем мы с вами маску. Так, дальше здесь получается разгрузка у нас есть, полярная броня есть, бронежилет мы с вами одели. Ну, думаю, здесь должно быть полный комплект, у нас все нормально. Так, еще раз внимательно посмотрим, ничего не забыли. Так, получается удар бубна сразу мы используем для того, чтобы получить танец снежной бури. Это дает нам еще дополнительно минус 20% шанса промаха. И я так думаю, что полностью весь комплект мы с вами собрали. Теперь осталось только до тут добраться и сделать. Кстати, оружие стервятник давайте мы возьмем на всякий случай. Тоже испробуем его в обиходе, как он себя полностью покажет. Здесь его нету, да, у нас? Значит мы, получается, еще не выкинули его. Надо его закрепить. Вот оружие стервятник закрепляем. Ну что ж, давайте пошли. Посмотрим, что нас там будет ждать. Герда. Я ни минуты не сомневалась, что найду Герду у могилы Антона. Выслушав мой рассказ об излучателях и траурном, она сразу согласилась помочь. Да, я в курсе, где мерзавец окопался. Когда доберешься, дай знать. Я устрою рядом пару взрывов. Вымани его командантен из лагеря. Так будет проще выкрасть излучатель. Договорились. Перед отъездом Герда долго стоит у могилы мужа, словно слушает, что он скажет ей на прощание. Потом она отвечает: «Я убью их всех, Антон. Траурного, Мраузера. Я сотру пороховой комбинат с лица земли. Они заплатят за то, что случилось с тобой. Прощай, хороший человек». Отправится в логово Аркаши Траурного. Так мы отправляемся до Аркаши Траурного. Подобравшись к лагерю банды Траурного, я связался по рации с Гердой, и она устроила неподалеку несколько грандиозных взрывов. Аж земля затряслась. Проникнуть в лагерь. Это несложно, здесь нет ни часовых, ни ограды, ни сигнализации. Мое внимание привлекают громоздкие клетки, установленные на площадке посреди лагеря. Присмотреться. В клетках сидят безумцы, их много. Они злобно рычат и безуспешно пытаются сломать решетки. И тут у меня за спиной раздается голос: «Эй, добро пожаловать! Нравится выставка?» Обернуться. Это Аркаша Траурный, в руках он держит небольшой чемоданчик. Вашему вниманию предполагаются уникальные экспонаты. Только представьте, некоторые из них способны перегрызть человеку горло за 3,5 секунды.
Приобретаете билеты. Мне нужен излучатель, говорит наш герой. Издевательская улыбка траурным сменяется гримасой злобы. А, тебе прислали эти слабаки из комбината. Они играют в солдатики и справедливость, будто не понимают, в каком мире мы теперь живем. Я с особым удовольствием посмотрю, как их шестерку разорвут мои безумцы. Выхватить оружие. Решил сделать зрелище еще интереснее. Надеюсь, в последние минуты своей жизни ты поймешь, только жестокость способна управлять пустошами, в которых превратилась эта страна. Хищно оскалившись, траурно откидывает засов на ближайшей клетке и бросается к следующей. Бежать за ним. Ну что ж, давайте приступим. Видимо, у нас будет... Да, Аркаша Траурный у нас будет с вами принимать активное участие. Тут у нас получаются следующие комплекты. Давайте посмотрим, пока мы убираем, где наш это оружие стервятника. Вот она. Она дает 2378 и получается 2900, да? Ну, по идее, если по идее так посмотреть, то то есть волшебное оружие наше могло быть больше, если мы даже бы взяли бы теремок и в теремке бы переночевали, еще плюс 20% урона мы могли бы полностью увеличить. И так у нас было бы 3000 урона. Но так как мы играем, думаю, давайте мы все-таки поэкспериментируем нашим видом вооружений, которые есть. Так, 3, 2, и нам нужно... Обязательно берем наше четырехзвездочное оружие. Это получается бьющие по площади прямым линиям. Это, конечно, на рельсотрон. И что-то нужно взять из одного. Я так думаю, мы возьмем фейерверки, да, получается? Или можно будет попытаться использовать следующее. Может, сейчас, подождите. Может, флешки мы возьмем? Она почти урон не наносит, но она, получается, цепляет на 100%, если не ошибаюсь. И можно даже, к сожалению, у нас нету, да, единицы из оружия. Да, у нас единицы нет, здесь двойки всего лишь стоят у нас. Да, у нас нету. К сожалению, у нас нету из контрабанды единичное оружие, которое можно взять. Ну, можно, но оно, не знаю, брать или не брать. М, У нас нет ни пистолета, получается, да, здесь нету, и даже нету снайперского ружья, да, что можно было бы взять и тоже было бы его использовать в боевых действиях. Ладно, я думаю, что этот комплект более-менее подойдет. К сожалению, мы почему-то забываем все время про спутников. Надо будет уже в следующей серии обязательно и спутников подключать к этому процессу, для того, чтобы было более-менее интереснее. Ладно, я думаю, что это будет более-менее достаточно. И думаю, что с этого момента мы должны выиграть. Начинает бой. В первую очередь, давайте мы с вами посмотрим, что за Аркаша Траурный здесь у нас. У него дальность стрельбы +1, скорость движения 0, наносимый урон 25, получаемый урон минус 5%, да? А у бандитов шанс уклонения почти 50%. Да, ясно. Так, что будем делать? Так, вначале флешку бросаем. Другого варианта я не вижу. Так, флешку мы бросили. Ослепление сработало? Да, ослепление, шанс промаха 90%. В один ход она полностью сработает. Запускаем нашу цикату. Раз. Вы что, издеваетесь? Так сразу погибли? Так быстро? Я даже не ожидала такого. Как можно сейчас так стать красиво, чтобы можно было бы хорошенько их всех попасть? Ладно. А постой, а движение почему? Внутрь мы не можем попасть, что ли? Так, а если сюда? Не, мы не попадем, да, получается? Да, мы туда не попадем. А если мы вот сюда придем, тоже не сможем попасть. По-любому нам нужно будет использовать еще раз одну цикату. Ладно, давайте мы его используем. Так, от снайперов мы полностью избавились. А Аркаш осталось 2000. Ладно, с деревятником ты сможешь в него попасть? Можешь. Все, босса больше нет. То есть мы красиво с ним полностью разобрались. Теперь уходим в дальний угол для того, чтобы обезопасить себя. Ладно, уходим в эту сторону. Ждем, когда они сами все к нам подойдут. Ух ты ж, 219 урон.
Почему наш рельсотрон вообще не принял активное участие, понять не могу. Ладно, запускаем рельсотрон. Один пошел. Забираем его. Хорошо. Идем дальше. Отлично. Хиллера мы забрали с вами, что и требовалось. И так, сейчас нам нужно выбрать траекторию. Траекторию мы с вами выбрали. Забрали одного. И здесь мы можем полностью с вами добить. Здесь 2600, да, у нас? Давайте мы его заберем, а то уже чересчур он слишком много. И на всякий случай, чтобы он нас не смог задеть. Оно и так не заденет. Ну, легкая катка была, полностью хорошенько мы с вами сработали. Завершить. Герда говорит: я с трудом вырываю из мертвых пальцев траурного заветный чемоданчик Элек 3.0 и оборачиваюсь к подходящей Герде. Она грустно улыбается и вдруг резким, хорошо поставленным ударом опрокидывает меня на землю. Прежде чем я успеваю понять, что происходит, чемоданчик оказывается в ее руках. «Какого черта?» — говорит наш персонаж. Холодные глаза Герды полны решимости. Она убьет меня, если потребуется. «Entschuldigen Sie, прости, нельзя, чтобы это досталось пороховому комбинату. Я увезу излучатель далеко, спрячу в безопасное место». Так, правильно. Что я скажу Маузеру? Делай, как знаешь. Ну, давайте выберем «делаю, как знаешь». Ну, что буду я спрашивать, что я скажу Маузеру? Что нужно, то и скажу Маузеру. Если нужно будет, и весь пороховой комбинат взорву. Нет ответа. Герда молча возвращается к грузовику и уезжает прочь. Я провожаю Фурию взглядом до тех пор, пока она не скрывается из виду. Уйти. Ну что ж, мы получили с вами какой-то заветный непонятный телефон в виде рации Delta G. Работает только на одной неизвестной частоте. При включении привлекает безумцев. Ну, давайте мы сейчас привлечем этих безумцев, посмотрим, что же за радио это такое у нас. Закрепить его обязательно и включить. Мы можем 10 раз его включить, получается, да? И у нас первый поток пошел. Первые безумцы у нас окружили, да? Так, начать бой. Ой-ой-ой-ой, это просто подарок, видимо, от игры, да, у нас? Всех в одну кучку собрали для того, чтобы мы могли сделать именно таким образом, да? И здесь мы добиваем раз, и здесь мы добиваем два. Так, первый раз мы прошли. Бонусы, да, можно получить. Все-таки бонусы работают, но мы в следующий раз воспользуемся. Здесь появился у нас какой-то ящик контрабандиста фиолетового цвета. Что дает? Ну, так себе хочу сказать. Давайте посмотрим. Ну, я ожидал большего, что-то будет более реально крутое, но в реальности здесь ничего крутое у нас не выпадает. Единственное, что радует, радиоактивные грибы у нас попадаются, и плесни тоже у нас есть. И дается также зубчатик нам получается. Ну, такой получается с одного боя мы можем полностью с вами собрать. Теперь это берете и увеличиваете в 10 раз. То есть 10 боев мы в сколько потратили? 5 секунд на один бой. И в итоге никаких серьезных не было проблем. Давайте еще раз включим. И еще раз посмотрим, что там нас ожидает. Выбираем то же самое. Ну, это, конечно, здесь все решает. Все полностью решает. Здесь у нас полно 8 ячеек заполнено. Так, забираем этого чудика. Ух ты ж, а мы не забрали его, кстати. Ага, понятно, я понял. Получается, не так уж все прекрасно, как нам хотелось. Ладно, сделаем так. И его сверху полностью добиваем. Все-таки здесь нужно будет сейчас использовать хлопушки, либо что-то единичка связано, либо тот винчестер нужно будет выбить и его полностью использовать. Так, еще раз. А, здесь совсем другой уже выпадает, да, у нас? Значит, я ошибся не так, как раньше. То есть первой попытки у нас было больше, а здесь совсем другие ресурсы. Здесь появился у нас с вами медный лом, также появилась изолента и так далее. Но самое главное, стабильно выпадает зубчатник, кровавая плесень и также радиоактивный гриб. И также можно получить флехи. Если их не использовать, то это было бы просто здорово. Причина того, что мы не можем производить эти флехи. А флехи, они очень прям, да уж,
крутые даже могу сказать, потому что если в торговом центре будем покупать, вот они всего лишь стоят 20 штук, и 50 штук можно купить. То есть получается за 1000 серебряных жетонов можно купить 50 флэх. Ну, их очень, так как говорится, в особых случаях можно будет использовать, так как они по площади бьют очень большое количество. Ну что ж, обратно возвращаемся назад. Мы с вами все испробовали новое вооружение. К сожалению, мы с вами потратили 2600 золотых жетонов для получения всего лишь одной карточки. Я не ожидал, что слишком так затратно будет, чтобы получить какой-то стервятник. Но, видимо, здесь осталось 16 попыток. Я так думаю, все-таки игра нам должна подарить эти два вида вооружения. Либо в противном случае нам придется дальше добиваться. Здесь я хотел бы заполучить бы Z9, как-никак это все-таки пистолет. А для пистолета именно таким уроном, я считаю, очень круто. Поэтому в следующий момент закроем, получается, этот ящик 16 попытками. Это где-то в среднем у нас должно быть где-то в районе 800-900 золотых жетонов мы потратим. И дальше уже будем пытаться выбить именно Z9, потому что, ну, очень и очень мне его хочется заполучить. На этом, я думаю, серия подошла полностью к концу. Мы узнали развязку в дальнейшем. Нас, получается, предала Герда, забрала данный ящик, который вводит в безумство жителей данной пустоши. Ну, я так думаю, что дальше будет уже борьба с ней, а потом уже в дальнейшем, видимо, будет борьба с Маузером. Либо по-другому, Маузер на нее нападет, мы будем ее спасать, как обычно в таких моментах. Ну, посмотрим, что дальше будет. Итого у нас осталось всего лишь 2 сюжетных процессах. Это где-то будет следующая серия на следующей неделе. И еще на следующей неделе мы, видимо, закончим уже ивент контрабанда. По крайней мере, на это полностью рассчитываю. И в дальнейшем мы уже просто будем собирать серебряные жетоны для того, чтобы покупать в магазине. Ну, я так думаю, будем выкупать именно флэхи. Но если вы считаете, что-то еще здесь полезное где-то находится, тоже напишите в комментариях. Может, мы тоже обратим на что-то либо внимание. Но остальное мне не так сильно интересует, потому что самые важные вещи снеки и эвригнола мы можем с вами сами производить. Также мы можем производить виски. Но из всего то, что здесь имеется, мне больше интересует именно эти флэхи. Так что так. На этом у меня серия подошла полностью к концу. Если серия вам понравилась, не забудьте поставить жирный лайк, подписаться на канал и обязательно не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить выхода новых серий по мобильной игре под названием DR Survival. На этом у меня все, дорогие зрители. Всего доброго и удачи. Увидимся с вами. Всем пока. Пока.